Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 5 июня, среда, в Киеве раннее утро. Сейчас я вам доложу о тех событиях, которые произошли в Вашингтоне вот буквально на данный момент. А у нас еще поздний вечер, 4 июня. День был насыщен, и в основном речь шла о дискуссиях, о новых тенденциях той стратегической военной ситуации, которая сложилась в Украине, вокруг Украины. Вот сейчас очень интересные некоторые соображения на этот счет позитивного характера, наконец-то, которым так в последнее время нам так их не хватало. Итак, значит, вчера по телевидению Латвии выступил внефракционный депутат по фамилии Раев. Он одновременно является военным экспертом, и вот с моей точки зрения он сформулировал наиболее кратко и наиболее точно то, что произошло буквально за последние несколько недель, начиная с российского наступления в Харьковской области. Это с 10 мая, то есть с 10 по настоящий день. Звучит это так, как он это сформулировал. Российская армия выстрелила себе в ногу при наступлении на Харьков. Но выстрелила себе в ногу – это американское выражение. В переводе на украинский, то есть на языки бывшего Советского Союза, можно сказать, выстрелила себе в голову. То есть планировалось одно, надежды были на одно, а получилось совершенно обратное. То есть огребли по полной программе. В чем это выражается по его соображениям? Ну, Россия ставила перед собой и достигла каких-то определенных тактических успехов. Захватила несколько сел, населенных пунктов, какое-то количество квадратных километров. Это можно отнести к тактическому, несомненно, к тактическому успеху, ограниченному. Теперь, значит, этот успех может быть легко опрокинут и ликвидирован, вот как только руководство ВСУ разберется с потоками боекомплектов, которые сейчас в большом количестве поступают от Соединенных Штатов, других союзников, также тут же этих орков, захваченных этих земель, и попрут, потому что, ну, с одной стороны, конечно, плохо было, что первую и вторую линию обороны для ВСУ влада не построила, но теперь, поскольку там в этих укреплениях несуществующих и плохо построенных, вырытых, сейчас находятся орки, и долго им там пребывать не придется, то это облегчит для ВСУ задачу вышибания их с территории Украины. То есть успех их тактический и временный. Что получила ВСУ и Украина за то же самое время? Ну, во-первых, Запад сплотился, чего, наверное, до такой степени, что дал не только Соединенные Штаты, а целый ряд других стран буквально в один день, единогласно, единодушно дали зеленый свет мочить орков на их территории. Там разные варианты уже обсуждали, вы знаете. Дальше я вам объясню детали этого. То есть там все нормально, там совсем неплохо, никто никого по большому счету не ограничивает. Так вот, историческое событие дали, поэтому вот орки бьются сейчас с пеной у рта на всевозможных пометах и уже не знаю, чем угрожать. Потому что второе, что поступило, то есть первое, дано разрешение долгожданное, которое стратегически, ну, по крайней мере, оперативно, минимум оперативно, а то и стратегически должно поменять ситуацию на полях боя, сражений, на полях войны. А второе, это, значит, это сплочение Запада, на что до такой степени, на которую Москва, наверное, не рассчитывала с начала этого наступления в Харьковской области. Затем вырвано, как мы обсуждали в предыдущих видео, ядовитое жало ядерного блефа из пасти, гнилой пасти бледной моли. Сначала они еще побесновались первый день, когда узнали, или первый вечер, когда узнали о зеленом свете бить по их территории для ВСУ, но потом все это как-то так сникло. И теперь, вот очень интересно, есть в Соединенных Штатах организация, которая анализирует высказывания официозов всевозможных кремлевских, их соловьиных пометов и других скоробеевских пометов там и так далее. Так вот, значит, за время, начиная с
вот с того момента, когда США и европейские союзники дали зеленый свет ВСУ наносить удары по российской территории, количество фраз о красных линиях со стороны, значит, Кремля, а также такие угрозы, как нанесение, мы нанесем удар по центрам принятия решений. Вот их количество, которое было запредельным до этого, всегда этим именно угрожали. А вот сейчас оно рухнуло. То есть они даже поняли, что эти красные линии превратились в желто-коричневые, такие дурно пахнущие. Они уже никого не пугают, а только смешат, когда эти линии проводят такие грозные личности, как этот самый Медведев, да, это второе кремлевское недоразумение, и еще один ушлепок по фамилии Соловьев. Вот, то есть, понимаете, в обмен на ограниченные тактические успехи, временные, повторяю, вооруженных сил Российской Федерации, тут прямо вот целый букет таких стратегических, прорывных, я бы сказал, событий, которые должно изменить ситуацию на поле боя. Аналитик подвел свои размышления таким образом. Фактически можно сказать, что инициатива сейчас принадлежит украинским силам. Это вот с учетом тех изменений, их потенциала, который начинает только вот сейчас, в эти дни, реализовываться. Дальше должно быть по нарастающей. Издание Newsweek опубликовало статью в развитии вот этой темы о изменении стратегической ситуации в Украине под названием «Новое в стратегии Украины и Соединенных Штатов». И, внимание, Украина все ближе к пересечению самой большой красной черты Путина. В статье говорится о том, что Вашингтон принял новую стратегию в оказании военной помощи Украине. Хотя это нигде не названо новой стратегией, но то, о чем идет речь, совсем недавно сформулировал Энтони Блинкен, и звучит это так. Нужно адаптироваться, то есть американская, США и оказываемая американцами помощь должна адаптироваться и приспосабливаться к войне, то есть к развитию боевых действий, к их характеру, к их особенностям на поле боя. Вот это я считаю новое и очень важное. Это действительно стратегия, потому что она подразумевает оперативное изменение номенклатуры тех вооружений, которые будут поставляться в Украине, их количество и географию их использования в зависимости от развития ситуации на поле боя. То есть, проще говоря, география применения и обстрела российской территории вдоль границы с Украиной будет меняться в зависимости от изменения обстановки. Сейчас я вот, когда впервые вам рассказывал по поводу решения, деталей решения Белого дома на то, чтобы разрешить Украине наносить удар по вражеской территории, там, значит, речь шла о том, что прежде всего это Харьковская область. Многие расстроились, а как же так и так далее. Я считаю, что это совершенно правильно, абсолютно правильно, в свете той информации, которую я вам рассказал в предыдущем видео. То есть это одна из попыток контроля, который будет усиливаться и продолжаться за тем, как американская помощь доходит до конечного потребителя. Речь идет о том, чтобы сузить до минимума возможность некомпетентного, а иногда, ну что греха таить, зачастую коррумпированного чиновника манипулировать и вносить свои 2 копейки в соображение о том, как, значит, должна воевать ВСУ и где, какие подразделения должны иметь, какие боекомплекты и так далее. Боекомплект должен в первую очередь идти туда, где самая опасная обстановка. Или самая хорошая для наступления, или самое тяжелое в обороне, вот туда в первую очередь нужно направлять. А не туда, где этот боекомплект легче спрятать или расстрелять в чистом поле, чтобы другим не досталось, понимаете? Поэтому самая напряженная ситуация сейчас в Харькове, Харьковской области, вот туда оно должно идти. Это я пример привожу. Когда она перенесется в Сумскую область, оперативно будет принято решение
направлять все это туда и разрешать стрелять через границу Сумской области. Ну и так далее. Так далее по периметру границы. И заниматься этим поручено главнокомандующему Объединенными вооруженными силами НАТО, генералу Коволе в Европе. И он все это будет решать вместе со своими украинскими визави. Дальше, значит, Кремль, говорится в статье, Кремль, который рассматривал вторжение как прокси-конфликт между Россией и НАТО через Украину, и в ходе этого конфликта упоминал о красных линиях, в ходе вот этих угроз там и так далее, он даже доходил до предположений о возможности применения ядерного оружия в случае экзистенциальной угрозы для государства. Хотя конкретно, значит, он не говорил, когда это будет, при каких конкретно условиях. Так, темный, туманный блеф, в ответ на который, значит, Запад часто сам для себя прочерчивал эти красные линии. Вот теперь всего этого не будет, как я вам рассказывал в предыдущих видео. И, видимо, московские обитатели, их пропагандистская обслуга должны как-то так вот спустить воду и все меньше каким-то образом это все обсуждать. Я вот заметил, иногда захожу на соловьиные пометы в эту 6-ю палату для того, чтобы замерить температуру. Обратил внимание, там в подучей с пеной у рта фактически сейчас бьется только один, самый отмороженный, вот хозяин соловьиного помета. Остальные как-то так уже, кто притих, а кто уже откровенно говорит, ну, к нам же прилетит обратно. То есть впервые слышатся здравые нотки разума. То есть народ уже осознал, это если они уже осознали на втором, так сказать, эшелоне, то есть на эшелоне на уровне пропагандистской обслуги, надо полагать, что вверху то же самое. То есть они оттуда же получают сигналы о том, куда ветер, откуда ветер дует и о чем нужно говорить. Это немедленно отразилось в позициях тех западных аналитиков, которые сейчас, у которых берут интервью и которые говорят сейчас о возможных вариантах эскалации. Вот сейчас. Как может Россия ответить на те решения, которые вот были приняты последние 2 недели? И практически исчезли те, которые пугают, что вот, может быть, Россия, Путин применит ядерное оружие в ответ, ну, вы знаете эту всю песню и так далее. А теперь все изменилось не только в России, но и на Западе. То есть на Западе аналитики меньше пугают сами себя и своих политиков. Вот что говорит, значит, один из аналитиков по фамилии Фасола, это итальянец Болонского университета, у которого журнал Newsweek взял интервью, он говорит: русские так же, как и мы, боятся эскалации. Вот им 3 года понадобилось многим западным аналитикам, чтобы это понять. Что там не монстр какой-то, Супермен сидит, орел такой по фамилии Путин. Этот орел оказался реальной бледной молью, о чем мы с вами знаем давно. Поэтому, говорит господин Фасола, опасения Запада по поводу российской эскалации не оправдались за последние пару лет. Их так ждали. А дальше журнал размышляет. Так какой же ответ может делать теперь Раша на данном этапе, после того, как Украина получила зеленый свет, то, чтобы бить по территории Раши? И российские же, так называемые аналитики и пропагандисты, что в России практически одно и то же, они уверены в том, что и глубина ударов по российской территории, и мощь тех видов вооружения, которые будут применяться, будет все расширяться и возрастать. Так вот, что же это? Что может враг, кроме рассеявшегося мифа о тактическом ядерном оружии, что он может сделать? Но это удары по объектам в Украине, где войска НАТО могут обучать украинские войска или оказывать помощь украинскому командованию. Реально. Но тут соображение, это уже по войскам НАТО фактически будет, причем на территории не Российской Федерации, а на той территории, где Мордору, где оркам делать нечего. Это территория другой независимой страны, которая имеет право приглашать войска любого другого государства. Это суверенное право.
Так что Раше надо будет подумать несколько раз по поводу того, осуществлять эту угрозу или нет. Но, тем не менее, это уже не тактическое ядерное оружие, согласитесь. Это может означать, еще один вариант, сбивание разведывательных самолетов беспилотников НАТО, уничтожение транспортных средств НАТО, которые по имеющимся у россиянам данным будут доставлять оружие и другие материалы военного назначения в Украину. Ну, тоже вариант, хотя тоже надо хорошо будет подумать, потому что ответ, он последует незамедлительно. То есть я вот наблюдаю среди аналитиков западных, что хорошо, и среди политиков или чиновников высокопоставленных, ну, буквально как плотину прорвало. То есть все то, что сдерживали, знаете, как вот резина, то есть тетива должна была уже давно выстрелить, вырваться из руки, выстрелить, выпустить стрелу, ее все сдерживали, и вот наконец-то отпустили. И теперь дерзкие соображения и заявления просто сыпятся один за другим. Ну вот, например, капитан морской пехоты США в отставке. Ну, он капитан, но, видимо, человек с интеллектом, и сознанием, и с авторитетом, потому что в марте месяце он провел брифинг для Совета Безопасности ООН о эскалационных опасностях в Украине. Так вот он сказал: большая опасность заключается в том, что если это оружие Запада, которое будет передано Украине, поразит гражданскую цель, такую очень деликатную, как, скажем, школу, полную российских детей, то вот тут возникнет весьма щепетильная и болезненная ситуация. И вопрос незамедлительно возникнет, а какова будет реакция России. То есть это такая крайне нежелательная ситуация для обеих сторон была бы, но опасность войны заключается в том, что она часто идет не по плану. Бывают срывы, бывают неожиданности, чаще, чем хотелось бы это. Ну, то есть количество вот таких непредвиденных ситуаций резко возрастает, а поэтому, видимо, имеет смысл, и, видимо, это как-то, наверное, на каком-то этапе будет обсуждаться, то есть по мере интенсификации применения западного конвенциального оружия вооруженными силами Украины и возрастание опасности вот таких ситуаций, о которых говорил капитан Хок, но, видимо, на каком-то этапе, возможно и даже вероятно, будет обсуждаться вопрос по установлению особых линий связи на случай таких чрезвычайных ситуаций. Как это имеет место быть сейчас для предотвращения ядерных конфликтов. Дальше капитан продолжает. Я не думаю, что Россия зайдет так далеко, чтобы атаковать западные военные объекты за пределами Украины. Я не думаю, что русские хотят подобной эскалации. Но для тех крайне незначительных преимуществ, которые даст это оружие, риски слишком велики. Это он имеет в виду тактическое ядерное оружие. Что, значит, оно, если будет применено, даст реально, если не считать, что Путин попытается напугать до смерти весь западный истеблишмент, уже это не получится, это очевидно. А если это игнорировать, то остальные практически преимущества или выгоды, которые, может быть, получены Кремлем, в таком случае они будут настолько незначительные, что ответка может быть настолько ужасной, что просто, как говорится, овчинка выделки не стоит. Ну и чем же теперь, значит, то есть ядерное оружие отпадает. Вот капитан рассказал, что могут предпринимать теперь, может принимать российская сторона в качестве ответных мер на обстрелы их территории. И еще один вариант, который мы уже наблюдаем. Это серия необъяснимых пожаров и диверсий на объектах в странах НАТО, которых обвиняют или подозревают Москву. И эта серия
диверсионных актов показывает, на какие действия, диверсии, саботаж готова пойти Россия. То есть мы вправе ожидать реально активизацию вот этих диверсионных актов, потому что к ним Москва готовилась, ну, минимум с начала 70-х годов, или даже, я скажу, с конца 60-х годов занималось это первое главное управление КГБ СССР. Было там такое подразделение, представитель которого в Лондоне, выпив много виски, однажды попался в полицию, та его передала в Ми-5. Ну, там ему сказали, что сейчас мы тебя доставим, и завтра ты окажешься в Москве, и он тогда там и остался. Когда он рассказал, задача его состояла в том, чтобы искать объекты и вербовать людей среди британцев, чтобы в случае, перед самым началом войны, большой войны в Европе, совершить серию диверсионных актов в Великобритании, там, взрывы правительственных учреждений, уничтожение центров связи, там, диверсионные акты на морских и военно-воздушных базах там, и так далее. Англичане тогда только от новости о том, что ведется над этим работа, они пришли в ужас и вышибли там чуть ли не всю резидентуру советскую из Лондона, которая потом не могла восстановиться несколько десятилетий. А сейчас работа уже идет полным ходом, и темпы нарастают. Я не знаю, тут читаю я соответствующие статьи в британских СМИ, в американских СМИ. Ах, что делать, а как с этим бороться? Для начала нужно закрыть, вот с какого-то периода, закрыть все визы, которые сейчас имеются на руках у граждан Российской Федерации. Вообще все, на 100%. А потом просеять и оставить те, которые минимум необходимы. Ну, дипломатический персонал. Можно сотрудники, ограниченное количество, которые работают в международных там организациях. Опять-таки, чтобы орков, которые шатаются по шенгенской зоне, не только по шенгенской зоне, вообще в странном виде, в западном мире, чтобы их было минимальное количество, и каждый из них потенциально в любой момент мог быть определен, где он сейчас находится. Вот с этого нужно начинать. А когда их там бродит, как этот самый писал поэт, цыгане шумной толпой по Бессарабию кочуют, это уже перебор. Итак, сделаем пока краткие промежуточные выводы о том, что произошло вот за последние буквально, как изменилась стратегическая ситуация за последние недели. Первый. Путин перестал изображать клинического идиота, который готов нажать на красную кнопку, если ему что-то там не понравится, где-то, как-то. Вот до сих пор была, согласитесь, именно такая ситуация. Это было главное ИПСО Москвы, начиная со времен Хрущева. Я вам о нем рассказывал десятки раз. Месседж. Там сидят настолько сумасшедшие в Кремле, что давайте их умиротворим, этот месседж для Запада. Иначе они настолько идиоты, что нажмут на кнопку, они похоронят себя. Они настолько идиоты, что они готовы себя похоронить, лишь бы только утащить и вас с собой в могилу. Это идиотская постановка вопроса. Она работала во времена Советского Союза. Она работала вот до последних месяцев, до последних недель. Наконец-то вот это ядерное жало этого блефа было выдернуто. Все, его нет. Нет. Понятно, что это чмо, оно боится ядерного взрыва, как и любой нормальный человек. Просто нужно перестать слушать этот бред. Самое главное, то есть мы с вами осознали уже давно это. Как только началась, буквально через месяц, через два, после того, как началась агрессия российская, полномасштабная. Но самое главное, что теперь так начали думать в НАТО, начали думать в Вашингтоне, в Брюсселе и в Лондоне. И теперь ответ России, вот раньше, как задумают в Пентагоне какую-то идею, приходят к какому-нибудь там, ну, абстрактному Салливану и говорят, а давайте вот так вот сделаем, дадим пинок под зад Раши в Украине, там, скажем, в Крыму. А он говорит, а вот она применит ядерное оружие сразу, бам, сразу ядерное оружие. Вот попадем мы не туда своей ракеты, а он бац, и ядерное оружие. Что делать? То ничего не получается, нельзя делать. То есть было невозможно работать. Теперь, как вы видите, я вам зачитал, ответные действия Раши просчитываются рационально, каким они могут быть, действительно рационально, а не безумно, как до недавнего времени.
И эскалация эта у Раши теперь получается разумная, предсказуемая. То есть нанесли удар по ним, но они могут, так, в крайнем случае, попытаться там беспилотник сбить. Ну так, по-человечески. То есть совсем другой уровень опасности, который подразумевает и дает возможность США и НАТО и ВСУ резко акселерировать, что ли, обстановку и воевать с развязанными руками. То есть это конец. Вот самый главный вывод стратегический – это конец ИПСО Москвы, который она эксплуатировала десятилетия со времен Хрущева. Ведь если так посмотреть, то получалась уникальная ситуация. Вот задумают что-нибудь, опять-таки, в Пентагоне, произошла утечка, и выходит это лохудра из так называемого МИДа Российской Федерации и говорит, что наш ответ будет сокрушителен. И она останавливает потенциальную операцию, которую задумали в Пентагоне, которую не утвердил Салливан, потому что посчитал, что Раша, значит, пойдет на безумные поступки. Все, такого больше не будет. Закончилась лафа. То есть цирк закончился. Из этого следует, что теперь Украина, то есть стратегическая инициатива, которая до сих пор в значительной степени, чаще всего принадлежала Москве, то есть она что-то там затевала, а Запад уже, Украина, они отвечали, они реагировали, реактивно действовали, то теперь будет Москва следовать, наблюдать, что делает Украина, что делают западные союзники, и все, теперь инициатива за нами. И это кардинальным образом меняет обстановку. Что теперь самое опасное со стороны врага вот в настоящий момент, по мнению авторов статьи? Это тяжелые, как их называют, скользящие бомбы. Вы знаете, да, о чем это речь? Кабы. Это действительно изменило баланс с внедрением России тяжелых планерных бомб, говорит аналитик. Поэтому сейчас главная практическая цель – это их нейтрализовать. Единственный реальный способ остановить эти атаки с применением этих бомб – это уничтожить бомбардировщики в небе, а еще лучше, пока они еще на земле. И именно в этом должно помочь западное оружие, говорят аналитики, на которых ссылается журнал. Украина должна нанести удар по тем местам, где эти бомбы складируются на российской территории, и истребители F-16 станут хорошим подспорьем в этом деле. То есть ожидается, что к поставке F-16 вместе с ними будет дан зеленый свет мочить самолеты врага на вражеской территории. Все будет, вот изменилось, как я вам сказал, процитировал Блинкен. Обед наступил, вот вам и ложка. Вперед, товарищи. Далее еще одна интересная статья на ту же тему сегодня в журнале «Экономист». В Крыму Украина побеждает Россию. Полуостров становится смертельной ловушкой для кремлевских войск. Ну, дальше известное изменение картины, о которой многие из вас уже знают, что появление у ВСУ баллистических ракет «Атакамс» с радиусом действия 300 километров означает, что теперь вся территория Крыма, она находится в радиусе поражения этих ракет. И не только они, а до этого Storm Shadow, вероятно, и французские ракеты, «Скальп», они уже были применены и показали свою высокую эффективность. По словам Бена Ходжеса, который хорошо известен многим зрителям, а кому нет, скажу, что он бывший командующий американскими войсками в Европе и старший советник НАТО по вопросам логистики. Так вот, по его словам, украинцы систематически занимаются тем, что делают Украину в целом и Крым в частности непригодной для жизни российских войск. — Блестящая формулировка. Каламбурчик такой легкий. —
И это должно стать огромным стратегическим призом для Украины. Смысл вот этой идеи состоит в следующем, что Крым очень дорог лично для Бледной Моли. Он рассматривает Крым, ну, во-первых, с точки зрения истории. Сейчас же в России, в частности, с Путиным, там все в истории, все на этом базируется. Как же там, как они говорят, Екатерина II еще присоединяла Крым. Ну и чисто со стратегической точки зрения, непотопляемый авианосец – это крупнейший логистический центр, который позволяет контролировать значительную часть Черного моря. То есть фактически, кто контролирует Крым, тот закрывает, может закрыть доступ в Черное море Украины. А это катастрофа. Кроме того, военная инфраструктура. Через Крым идет подкрепление, значит, тех подразделений российских войск, которые действуют на материковой части Украины. И теперь все это находится под угрозой. Есть такой стратег в Великобритании по имени сэр Лоуренс Фридман. По его мнению, самое слабое место России сейчас – это Крым. Возникла ситуация, когда Россия, она откусила, вот есть тоже такая американская поговорка, откусил больше, чем может проглотить. И вот так получилось, что Раша как раз в этой ситуации. А это как раз та ситуация, когда можно подавиться. И вот Крым как раз тот кусок, который можно забить в глотку Бледной Моли, чтобы она и подавилась. И поэтому Крым – это одновременно самое уязвимое место, чувствительное, взяв за которое, ну, скажем так, как в свое время Черчилль называл Балканы мягким подбрюшьем Европы. Мягкое подбрюшье. Я впервые услышал эту фразу в Краснознаменном институте КГБ, то есть внешняя академия внешней разведки, на лекции по международным отношениям, истории международных отношений. Я сам-то изучал международное право в университете профессионально. Но то, что я услышал на лекциях там, у меня все перевернуло, потому что, оказывается, то, что говорят и говорили в вузах студентам, это специалистам, не говоря уже о том, что говорили народу по телевизору и так далее, и реальность, которую я услышал на лекции в этой академии, то есть это были совершенно разные вещи. Так вот, значит, мягкое подбрюшье – это тогда так называли Фаберже. То есть Крым – это фактически мягкое подбрюшье или Фаберже Путина сейчас. В политическом, то есть она имеет и политические ценности для Кремля, и логистические центры. В политическом это как бы один из важнейших исторических и мифовых, что ли, активов режима путинского. Ну, логистически это понятно. Поэтому, значит, поскольку она так ценна для Путина, и она находится полностью в сфере действия теперь ракет ВСУ, идея состоит в том, чтобы превратить Крым из, как они говорят, asset, ну, в данном случае этот самый, из активов, да, из активов превратить в обузу. И цель состоит в том, чтобы изолировать его, таким образом оттеснить воздушные, морские силы с юга Украины и задушить как логистический центр. А затем Бледной Моли делается предложение, о котором нельзя отказаться. Но оно может иметь разный характер. Чисто абстрактно, я сейчас скажу, не надо тут жарко объяснять сейчас ожесточенно. Там, нет, мы этим не поступим, нет, этим мы не сделаем. Могут быть масса вариантов, скажем так. Значит, Крым. Или мы вообще все забираем. Ну, будем воевать, да, сколько это будет стоить тогда, значит, Крым. Будем тогда добивать тебя и в северо-восточной Украине, Донбасс и так далее. Сколько это не займет и какие жертвы это не будет стоить. Или вы убираетесь с тех территорий, значит, вот эти 4 оккупированные с 22 года, затем вы покидаете Донбасс, то есть полностью освобождаете Донбасс и северо-восток Украины, а Крым, ну, скажем так, остается какой-нибудь там, можно придумать
демилитаризованной зоной на какой-то период времени, но потом посмотрим через 15-10 лет, что там будет дальше. Короче говоря, нужно взять в руки вот эти Фаберже. А потом, и это будет самый первый и самый серьезный приз, с которым можно будет садиться за стол серьезных переговоров. Вот к чему нужно стремиться и забыть об этом мероприятии, которое сейчас готовится в Швейцарии. Об этом поговорим в следующем видео, скорее всего. Вот это совершенно бессмысленное с практической точки мероприятие. Вернее как, оно имеет смысл, но оно ничего не имеет, этот смысл не имеет никакого отношения к безопасности Украины. Поэтому об этом поговорим позже. Таким образом, подведем очередные промежуточные выводы. Цель состоит в том, как считает Запад, ВСУ, в настоящий момент уничтожить Крым как логистический центр Раши, затем использовать его как приз и как фактор сильнейшего давления на Кремль для начала возможных переговоров с Рашей с позиции силы, Ну а потом посмотрим, что делать. Возможно, к власти перейдут более умные люди, будет меньше приниматься глупых решений, и работать можно будет более интеллектуально и более эффективно. Вот, собственно говоря, дорогие друзья, что я им хотел рассказать в этом выпуске. То есть меня радует то, что произошло, но если, конечно, не учитывать тот фактор неизбежной в войне, что за это время, увы, погибло значительное количество людей, украинцев. Это факт, но, как говорится, на войне как на войне. Но с другой стороны, если оценивать то, что произошло, то есть за эти несчастные, маленький отрезок времени, там 3 недели, произошли колоссальные изменения. Вот то, что началось 10-го, внезапным вторжением орков, ну как не внезапных, тут 24 февраля тоже из-за некоторых людей это тоже произошло неожиданно, так и на этот раз. Но тем не менее, то есть с 10 мая то, что началось как, ну, чуть ли не катастрофа, очередное вторжение, вы помните, это все беспокойство, и чем это закончится, неужели падением Харькова и так далее. То есть то, о чем трубила российская пропаганда, превратилось фактически в поражение Раши. Я бы сказал так, оперативное поражение Раши, и созданы предпосылки для ее стратегического поражения. Вот теперь, вот лично я сейчас вижу реальную возможность, за которую, ухватившись, Украина может сесть потенциально за стол переговоров с орками с позиции силы. Но мы исходим из того, естественно, что любой конфликт, любая война заканчивается все-таки переговорами. Кроме тех случаев, когда одна из сторон может разгромить вдребезги противника, и тогда заканчивается не переговорами, а капитуляцией. Ну, в данном случае, я думаю, что вопрос о разгроме орков в обозримом будущем пока, я подчеркиваю, не стоит. А что касается переговоров с позиции силы, то вот сейчас они обозначились. Я думаю, вполне достижимы. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить это видео. Как всегда, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. А вам, как обычно, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. И помните, что жизнь полосатая. То, что сейчас черное, завтра может стать белой. То есть не может быть ситуация всегда постоянно безнадежной. Правда она с Украиной, Бог с Украиной тоже. Все будет хорошо, дорогие друзья. До скорых встреч.